Всем привет, друзья! Меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Йой-го-го! Это я знаю, как сказать «добрый день» на японском. Или не знаю. Сегодня мы с вами будем готовить роллы, суши. Ну, суши не будем. Роллы, гунканчики в домашних условиях. 3 ключевых ингредиента. Рис, водоросли и начиночка. Сегодня мы поговорим о таких роллах, как Калифорния, Филадельфия. И я вам покажу варианты своих любимых гунканчиков. Первое, с чего начинаются роллы и гунканчики, это, конечно же, рис. Давайте с него и начнем. Для приготовления риса для роллов в домашних условиях лучше, конечно, найти японский рис, но не самая простая задача. Я обычно использую хороший круглозерновой рис. Если не считать за рекламу, то мне нравится торговая марка Мистраль. Рис Кубань называется. Его я все время использую дома. И для того, чтобы сварить рис, нам понадобится 200 грамм риса и 250 миллилитров воды. 250 грамм воды, потому что миллилитры и граммы – это разные вещи. 200 грамм риса есть, добавляем воду. Актуальный вопрос для многих – промывать рис или не промывать его перед началом готовки. Раньше, когда рис обрабатывали тальком, чтобы он не слипался между собой, нужно было хорошенько промывать рис. Сейчас технологии изменились, и в принципе промывать рис особо не имеет смысла. Вы можете его один раз хорошенько пролить проточной водой и оставить на сите, чтобы лишняя вода стекла, и все, этого будет более чем достаточно. Потому что нам не нужно вымывать крахмал из риса. Именно этот крахмал, который и содержится в рисе и составляет там 80% его основы, он и дает нам в дальнейшем эту клейкость, которая не дает роллам и гунканчикам распадаться. И теперь я включаю на максимальный огонь и довожу максимально быстро до кипения. У меня плитка индукционная, и займет это примерно 2-3 минуты. Если у вас газ, то обязательно прям стойте над рисом и смотрите, как только увидели, что у вас пошло кипение, сразу убавляем огонь, накрываем крышкой и на 13 минут оставляем на минимальном огне. Это очень важно. В этот момент мы не открываем крышку, не проверяем наш рис, ни в коем случае ничего не перемешиваем, просто оставляем так, как есть. Пока рис варится, мы готовим для него заправку. Так как мы не добавляли ни соль, ни сахар, нам нужно задать вкус нашему рису. Для этого мы используем рисовый уксус. Если есть возможность найти вино, забыл, как оно называется, неважно, японское вино, лучше взять его. Если не можете найти рисовый уксус, можно взять обычный. Но, конечно, тогда вкус, конкретно пострадает. На данное количество риса, 200 грамм, я беру 50 миллилитров рисового уксуса. Вот так. Смотрите, рис закипел. Я закрываю его крышкой и убавляю огонь на минимальный. Вот так. Окей, Google, включи таймер на 13 минут. Возвращаемся к нашей заправке. На 50 миллилитров рисового уксуса я добавляю 2 столовые ложки сахара без горочки. И пол столовой ложки соли. Вот так. И хорошенько это все перемешиваю. В принципе, пока рис варится, сахар и соль полностью растворятся. Если не растворились, можно чуть-чуть нагреть нашу смесь для лучшего растворения ингредиентов. Вот так вот. Оставляем. Итак, прошло время. Я рис выключил, дал ему постоять буквально минутку. И теперь его нужно остудить, добавить в него соус. Для охлаждения риса и его перекладывания, чтобы он перестал готовиться, лучше всего использовать какие-то деревянные мисочки. Потому что они хорошо впитывают влагу. И то есть рис потом в лишней влаге, если что, не держится. Но если их нет, я предполагаю, что отлично подойдет стекло. Главное, не пластик. Берем наш рис, посмотрите, какой он получился. И перекладываем его в миску. Такого количества риса вам хватит где-то на 3-4 ролла, поэтому все зависит от того, какую порцию вы хотите приготовить. Еще раз хорошенько размешаем наш соус и выливаем его в рис. И аккуратно лопаткой снизу вверх перемешиваем. Не превратите рис в кашу.
Вот посмотрите, все рисинки отдельно. Когда он остынет, он слипнется и будет липким и пригодным для лепки. Накрываем его влажным полотенцем и оставляем его остыть до комнатной температуры. После этого его можно переложить в мисочку поменьше, из которой вам будет удобно лепить. Ну и пока наш рис остывает, займемся заготовочками для наших роллов. Японская кухня — это 90% заготовок, то есть ничего не делается прямо из-под ножа. Все нарезанное, все подготовлено, и после этого мы приступаем к готовке. Определяем систему, какие роллы мы хотим с вами готовить. Если это Филадельфия, то, конечно же, это красная рыбка, либо охлажденная, либо слабосоленая для домашних условий. Сыр Филадельфии или другой любой сливочный сыр. Если это Калифорния, это крабовое мясо, крабовые палочки, в зависимости от того, что вам позволяет ваш бюджет. И что вы можете найти у себя в магазинах. Огурец, для гунканчиков всякие там нарезочки, все, что вам хочется. В принципе, никаких ограничений нет, все ограничивается только в вашей фантазии. Первое, с чего я начну, это я подготовлю огурец. Для роллов лучше всего брать такие длинные, гладкие, здоровые огурцы. И сейчас я расскажу почему. Я отрезаю от огурца жопку. И сейчас мне понадобится картофелечистка. Это офигительное устройство для гунканчиков. Люди, которые не любят нори, могут приготовить гунканы с использованием огурца. Сейчас я вам покажу, как это делается. Мы берем картофелечистку и нарезаем огурец вот такими вот полосочками. Вот такими тонюсенькими полосочками. Отлично. И теперь нарежем сами огурцы. Мы не будем использовать сердцевину огурцов, потому что она дает много влаги, и роллы быстро размокают. Мы будем использовать только вот эту вот мясистую, хрустящую часть. И, конечно же, следующий немаловажный ингредиент, который очень часто используется в роллах и гунканах, это авокадо. Авокадо выбираем спелое при надавливании, оно мягкое, хорошо нажимается, и мы его очищаем. Разрезаем его напополам и поворачиваем в разные стороны. Вот так. Теперь ножом врезаемся в косточку и выворачиваем ее. Все просто. Косточку вынуть не так легко. Кто-нибудь пробовал проращивать косточку от авокадо? Я как-то раз заморочился, воткнул в нее с 4 сторон зубочистки, посадил ее над стаканчиком, наполовину утопив ее в воде, и где-то недели через 2 она опустила корни. Правда, потом я забил, она сгнила, но попытка была. Авокадо разрезаем на 4 части и убираем шкурку. И тоже нарезаем его небольшими полосочками. Все, наши заготовки готовы, осталось дождаться, когда рис остынет, и можно приступать. Ну что, наш рис остыл, самое время начать собирать роллы. Начну я с своего любимого ролла Филадельфии. И что нам понадобится? У нас есть рис, и я обязательно ставлю рядом миску с холодной водой. В ней мы постоянно смачиваем руки, чтобы рис у нас не прилипал. Полотенчик, чтобы вытирать руки. Ну и, соответственно, все ингредиенты, которые мы с вами подготовили. Листы нори. Очень важно. Они обычно где-то в 2 раза больше продаются, вот такие. Мы разрезаем напополам. Для хорошего ролла нам достаточно половинки одного листа. И мы выкладываем его на центр нашей циновки. Выкладываем сюда, ближе к верху. Смачиваем руки холодной водой. И берем наш рис. Посмотрите, какой хороший получился. На один ролл нам понадобится где-то 100-110 грамм риса. И распределяем его по поверхности. Оставляем 2 сантиметра сверху, и на 2 сантиметра снизу рис должен у нас с вами выпирать. Вот так вот разравниваем рис по всей поверхности листа. После этого нижней стороной мы немножечко прижимаем рис
Вот так, зафиксировали. И переворачиваем на другую сторону. Вот такая вот заготовочка у нас с вами получилась. Теперь нам понадобится сливочный сыр. Конечно, удобнее всего его выдавливать из какого-то кондитерского мешка или из кулечка, но если нет, обычной чайной ложкой выкладываем по всей длине. Вот так вот. И в каких-то вариантах добавляют, в каких-то нет. Мне нравится, я добавлю сюда огурец. Вот так вот. И теперь аккуратненько нам нужно соединить этот конец вот с этим. Закручиваем ролл, придерживая начинку. Раз. И прижали. Вот так. И закручиваем его до конца. Подтягиваем при помощи циновки ролл и задаем ему правильную форму. Выравниваем с одной стороны, переворачиваем и выравниваем с другой. Подтянули и выровняли рукой. Вот такой ролл получился. И выкладываем на него кусочки подготовленной рыбы. Как я и говорил, вы можете использовать либо свежую, либо слабосоленую. Зафиксируем при помощи циновки, подтягиваем и прижимаем рыбу к рису. Вот такой ролл у нас получился. Отложим пока его в сторону. Ролл Калифорнию готовим по тому же принципу. Берем рис и распределяем по всей поверхности листа. Старайтесь делать это равномерным слоем. Вот так. Хорошенько распределяем рис. Дромбовый. И теперь самое интересное. Для ролла Калифорния очень часто используют икру тобика или кунжут, в зависимости от того, что у вас есть и что вам нравится по вкусу. Сейчас самое удобное распределить его по рису. Вот так вот. Еще раз хорошенько прижимаем и переворачиваем. Теперь все дело за начинкой. В основу ролла Калифорния входит крабовое мясо или мясо из крабовых палочек. Опять же, все зависит от ваших бюджетов и предпочтений. Добавим сюда пару полосочек авокадо. И по дольке огурца. Для того, чтобы ролл получился сочным, я использую японский майонез. Вот так. И как обычно закручиваем ролл, придерживая начиночку. Подтянули и прижали. Придаем форму нашему роллу. Подтягиваем и утрамбовываем. Не забываем выравнивать края. Вот такой вот ролл Калифорния у нас получился. По этому же принципу мы можем приготовить с вами маленькие роллы. Маки, по-моему, они правильно называются, просто с одним ингредиентом, например, с лососем. Для этого мы также оставляем здесь небольшую полосочку нори, но рис уже выкладываем ровно по поверхности листа. На это у вас уйдет где-то 70 грамм риса. Вот так. Отлично. И выкладываем рыбку в самый центр. Закручиваем ролл. Подтягиваем. И теперь, чтобы он склеился, немножечко смачиваем водой. Вот так.
Раскручиваем, подтягиваем. Давайте приготовим такой же с авокадо. Кстати, если вы когда-нибудь задумывались, почему в роллах так часто используют авокадо, это потому что по структуре и по составу он очень сильно похож на рыбу. В нем большое количество полезных жирных кислот, и по структуре он такой же маслянистый, приятный на вкус. Выкладываем сюда хорошие полосочки авокадо в самый центр. Ну и переходим к моим любимым гунканчикам. Для гунканчиков нам нужно совсем небольшое количество риса, примерно 15-20 грамм. Смотрите. Примерно вот такое количество риса, на один укус буквально. И при помощи рук мы придаем ему форму овальчика. Вот так. Чем лучше вы стромбуете рис, тем менее вероятно он у вас развалится. Вот так. И теперь смотрите, мы берем наш огуречек, вот такую полосочку, и пускаем ее по кругу нашего риса. Защипываем и распределяем рис при помощи пальца. Как бы расширяем поверхность. Все, теперь рис держит огурец, а огурец держит рис. Посмотрите, какая замечательная лодочка получилась. Я их просто обожаю. Теперь мы можем разложить наши гунканчики абсолютно любую начинку по вашему вкусу. Ну и для любителей экзотики можно порезать мидии. Я использую копченые мидии в масле. Великолепно. Давайте нарежем роллы. Начнем с маленьких роллов. Мы обязательно используем острый нож, который предварительно смачиваем в холодной воде. Разрезаем ролл напополам, сопоставляем и обрезаем кончики. Разрезаем ролл напополам. И еще раз напополам. Вот такие вот малышки у нас получились. Теперь авокадо. Также пополам. И выравниваем края. Режем напополам. Здесь все то же самое. Смачиваем нож в холодной воде и разрезаем напополам. Вот такие красавцы. Красопета. Ну что, друзья, вот так легко и просто мы сегодня с вами научились готовить роллы, гунканчики, ну и в принципе поняли, как варить рис для суши. Потому что в больших городах нет проблемы найти себе любимую доставку или там, я не знаю, найти хорошего поставщика рыбы. В маленьких городах с этим проблемы есть, и для того, чтобы быть уверенным в том, что у вас сегодня будет на ужине, в том, что рыба свежая, все продукты свежие, рис вкусный,
мы с вами научились готовить это блюдо. Давайте попробуем. Все как я люблю. На мой взгляд, это идеальное сочетание вкусов для домашнего ужина. Обязательно попробуйте приготовить, напишите в комментариях, получилось ли у вас, что вам нравится, что бы вы изменили. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока!